Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем мир животных, но не будем говорить о милых пушистиках. Вместо этого мы познакомим вас с теми, кто может похвастаться не самыми лучшими манерами и, прямо скажем, сложным характером. Вы когда-нибудь задумывались, какие животные могут обладать самым скверным характером? Намеренно вредить другим животным и людям, заниматься насилием, убивать ради развлечения? Кто из них способен на настоящие гнилые поступки? В этом видео мы расскажем вам о животных, которых сложно назвать дружелюбными. Мы покажем вам 10 зверей с самым непредсказуемым поведением, и вы уже сами решите, кто же из них заслуживает носить звание обладателя худшего характера в животном мире. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь садитесь поудобнее и поехали! Мангуст. Мангусты обитают в Африке, странах Южной Азии. Это небольшие зверьки с густым, жестким мехом. От острой мордочки до кончика хвоста он не больше метра. Мангусты считаются бесстрашными победителями змей, защитниками человечества от ядовитых гадов. Они используют свои острые зубы и когти, чтобы схватить змею и убить ее. Кроме того, они могут подключать и свой длинный хвост, чтобы ударить змею, когда она пытается напасть на них. Однако, учитывая ту скорость, с которой змея совершает свои броски, и ее смертельный яд, подобные схватки вы бы наверняка поставили на победу пресмыкающегося. И проиграли бы. Ведь мангуст убивает змей не только ради еды и защиты своих владений. Зверек охотится на пресмыкающихся, потому что ему нравится это делать. Мангусты могут питаться мелкой дичью и ягодами, что обычно и делают. Добыть такую еду будет гораздо проще и уж точно безопаснее схватки с ядовитым гадом. Но нет, они выбирают идти в бой. Возможно, ненависть к змеям в крови мангустов, или же это просто спортивный интерес и способ держать себя в тонусе. Кто знает? Ласка. О характере и повадках животных никогда не стоит судить исключительно по их размерам. Замечательным подтверждением тому служит проворная ласка. При своем скромном размере, весе до 250 граммов и весьма умилительной внешности, ласки обладают неимоверной физической силой и выносливостью. Это исключительно ловкие зверьки. Забраться на дерево и грациозно пройти по самой тонкой веточке, залезть в тонкую расщелину или нору, спрыгнуть с большой высоты. Без проблем. Кроме того, этот маленький хищник способен уничтожить на своем пути практически все, что может съесть: мышей, крыс, змей, лягушек, курятину, крольчатину. Мелким животным ласка прокусывает череп в районе затылка, более крупным просто прогрызает сонную артерию. Ласка убивает заметно больше, чем способна съесть. Остатки своей добычи она прячет на случай неудачной охоты. Да что там говорить, ласка настолько дерзка, что не боится нападать и на человека, если человек вдруг чем-то ей помешал. Да, ласка из тех зверей, имена которых являются полной противоположностью их характеру. Древесная землеройка или тупая. Это мелкое плацентарное млекопитающее внешне похоже на белок или лемуров. Обитает в Юго-Восточной Азии. Генетически оно наиболее близко к приматам. То есть, получается, наш дальний родственник. Кто бы мог подумать? В целом, тупая, хитрая и умная древесная землеройка. Однако у нее есть одна вредная привычка. Землеройка любит приложиться к бутылке. Наблюдения за этими зверьками показали, что в их рационе значительную роль играет нектар цветущей бертамовой пальмы, содержащий от 0,8 до 4% алкоголя, что можно сравнить по крепости с пивом. По ночам животное заходит в импровизированный бар и потребляет столько огненной воды, сколько привело бы человека в отделение токсикологии. При этом никаких долгосрочных последствий у зверька не случается. Тупая пьет и не пьянеет. Судя по всему, спирты перерабатываются в ее организме очень быстро и никак не влияют на моторику или психику выпивохи. Росомаха. Это крупный хищник из семейства куньих, обитающий в северных регионах Евразии и Северной Америки. Внешне очень симпатичное животное размером с небольшого медведя, только пониже ростом. Но несмотря на свои относительно небольшие размеры, росомаха имеет железные челюсти и является одним из неустрашимых хищников в своем ареале. Она отличается нечеловеческой яростью, которая граничит с демонической жестокостью. Росомаха проявляет не просто свирепость, а полное отсутствие какого-либо страха.
Хищница преследует дичь до последнего, никогда не отвлекается на что-то другое, даже если увидела более легкую добычу. Помимо птиц и грызунов, животное охотно нападает на парнокопытных, чей размер во много раз может превышать ее собственный. Отмечались случаи, когда росомаха загрызала волков и даже медведей. Поверьте, каким бы огромным и сильным не был бурый медведь, но учуяв росомаху, он предпочтет не связываться с ней и обойдет ее стороной. Тасманский дьявол. Тасманский дьявол – сумчатый хищник, который был назван в честь штата Тасмании в Австралии. Именно там обитает наше животное. Но почему дьявол? Ну а как еще было назвать агрессивного, некрасивого зверька, который дико орет по ночам? Дьяволом его впервые назвали колонисты, прибывшие в Тасманию из Европы. Животное напугало их своими душераздирающими, потусторонними и ужасающими криками. Поэтому и получило это название. И, как выяснилось позже, совсем не зря. Нрав у дьявола действительно свиреп, и большая пасть с острыми клыками и черный цвет шерсти лишь подкрепляют людское мнение о нем. К тому же тасманские дьяволы очень жадны до еды и весьма прожорливы. За раз они съедают пищи до 15% от собственного веса, а если уж слишком проголодаются, то этот процент может доходить и до 40%. В их рацион попадают не только мелкие животные, но и падаль, и даже куски пластика и остатки ткани. Особое удовольствие животине доставляет разложившееся червивое мясо. Конечно, голод не тетка, но не до такой же степени. Жаба-ага. Бородавочная ядовитая жаба-ага родом из Южной Америки. В 1930-х годах жаба была завезена во многие регионы Тихого океана и на Карибские острова. Ведь это идеальный хищник для поедания жуков, уничтожающих сельскохозяйственные угодья. Но вот надо бы было еще учесть ее скверный характер. Да, этот вид поедает различных членистоногих, ракообразных, улиток, червей, других земноводных, ящериц, птенцов и мелких млекопитающих. Но при этом практикует каннибализм. Когда из отложенных самкой икринок вылупляются личинки, они лежат на дне, пока не разовьются в головастиков. Именно в этот период на них нападают их же старшие братья – головастики-аги, которые уже успели подрасти. Но это еще не все. Самцы жабы-аги являются отчаянными извращенцами. Исследователи подтверждают, что квакуны не раз тщательно пытались заиметь потомство от дохлых сородичей. Представителей чуждых видов – лягушачьей икры, моллюсков и рыб, гекконов и черепах, теннисного мячика и пластикового стаканчика, и даже от навозных лепешек. Видимо, квакливым холостякам не хватает любви и ласки. Лебедь-шипун. Нет птицы грандиознее и красивее, чем лебедь, не правда ли? У лебедей очень длинная шея, вытянутое тело, оранжево-красный клюв, у основания которого есть характерный черный нарост и снежно-белое оперение. Эти величественные создания издавна восхищают и являются символами верности и любви, однако за столь прекрасной оболочкой нередко скрывается чрезвычайно строптивый характер. Лебедя даже назвали шипуном из-за характерного звука, издаваемого при раздражении. Считается, что у лебедей хорошая память, и они в состоянии различить, кто был добр с ними, а кто сделал им что-то плохое. Причем, судя по поведению, эти птицы достаточно злопамятны, а наиболее агрессивными лебеди-шипуны становятся в период гнездования, когда вылупляются и подрастают лебедята. Наглядный тому пример – трагические случаи, произошедшие с 37-летним жителем Чикаго Энтони Генсло. Пересекая озеро на байдарке, мужчина внезапно столкнулся со стаей лебедей, которые перевернули его средства передвижения. Оказавшись в воде, Энтони попытался доплыть до берега. Но один из лебедей продолжил нападать на него, буквально топя мужчину своими 2-метровыми крыльями. В итоге мужчина погиб. Медоед. Слышали ли вы когда-нибудь об этом звере? Это родственник нашего барсука, обитающий в Индии и в Африке. Взрослый медоед имеет очень милую внешность и весит всего от 7 до 13 килограммов. Но несмотря на совсем небольшой размер, медоед имеет взрывной характер и отличается тем, что способен нападать на животных, значительно крупнее себя, даже на львов и буйволов. Просто посмотрите, как милашки-медоеды в одиночку противостоят зверям, превосходящим их в размерах.
Почему они это делают? Потому что понимают, что большинство хищников не могут причинить им вреда. У медоеда нереально толстая шкура, ее очень трудно пробить даже стрелой, не то что когтями или зубами. Медоед быстро бегает, хорошо плавает, роет норы в твердой земле и, конечно же, лазает по деревьям. Основной пищей для этого свирепого хищника являются змеи, ведь они легкая добыча. Яд змеи медоеду не страшен. То, что убивает других зверей за считанные минуты, вызывает у него лишь недомогание. И, конечно же, медоед любит мед. А чтобы достать это лакомство, он разоряет улей, невзирая на массовую атаку пчел. Шимпанзе. Мы привыкли видеть шимпанзе как забавных, умных и дружелюбных приматов. Но эти человекообразные обезьяны, живущие в тропических лесах Центральной и Западной Африки, куда сложнее и жестче, чем кажется. Стоит чему-то пойти не так, как вместо дружелюбных приматов появляются свирепые монстры. Шимпанзе способны убить сородича в ходе конфликта, а доминантные особи регулярно подавляют более слабых. В естественной среде шимпанзе проявляют стратегическую и холодную агрессию, иногда не менее жестокую, чем у людей. Почти как люди, они любят воевать, объединяясь в группы для схваток с недругами. Известны случаи, когда эти приматы наносили очень серьезные увечья людям, ненароком их спровоцировавшим. При этом агрессию проявляют не все особи. Шимпанзе очень индивидуальны, и среди них встречаются как общительные животные, так и одиночки, как добродушные, так и склонные к дракам. Однако агрессивным и недобросовестным особям везет в жизни больше. Они достигают большего успеха и пробиваются наверх социальной иерархии. Калан. Каланы, которых еще называют морскими выдрами, обитают исключительно в прибрежных водах северной части Тихого океана. Это чрезвычайно милые и дружелюбные млекопитающие, за которыми очень интересно наблюдать. Просто посмотрите, как они трут свои мордочки, плавают на спине, играются с камушком, веселятся и кувыркаются, трогательно держат друг дружку за лапки. А теперь давайте взглянем на темную сторону каланов, где в их характере четко прослеживается насилие. Впечатление мимимишности моментально развеивается, когда дело доходит до спаривания. В жестоком мире животных самцы каланов во время любовной близости ведут себя крайне агрессивно, болезненно кусая самок. Если же самок рядом нет, они пытаются найти кого-то, кто мог бы их заменить, например, других самцов каланов или иных морских существ. Известны случаи, когда каланы насиловали и убивали детенышей морских котиков, которым не повезло оказаться рядом. По словам ученых, такое немилосердное поведение не раз наблюдалось. Некоторые детали могут шокировать даже высокоморальных насильников. Например, каланы не стеснялись повторять свои грязные действия с уже мертвыми бельками. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь с нами в комментариях, кто из нашей десятки, на ваш взгляд, является животным с самым скверным характером.